Друзья, всем привет, с вами канал Китайфак, и сегодня на обзоре у нас очень интересный лазерный уровень. Многие, наверное, уже слышали про эту марку. Это нивелир Laisai LS666-120. Также 3D нивелир, который строит 3 плоскости по 360 градусов. Приходит вот в такой коробке, также в пупырчатой пленке запакованной, и дополнительно внутри коробки есть пенопластовые уголки, которые установлены по периметру коробки. Поэтому, несмотря на немножко мятую коробку, сам прибор доходит в целости и сохранности. Пришел нивелир достаточно быстро, где-то в районе 2 недель. Прямо в руки компании SDEC. Так, ну давайте посмотрим поближе. Да, друзья, хочу сразу сказать, что нивелир очень дорогой. С красными лучами стоит больше 30 тысяч рублей, с зелеными больше 40 тысяч рублей. Даже для российских конкурентов эта цена весьма большая. Но давайте посмотрим, насколько это оправдано. Значит, приходит вот в таком кейсе. Кейс, надо сказать, не особо впечатляет, ничего необычного в нем нет. Обычный стандартный кейс. Защелка, в принципе, неплохая, все работает хорошо. Сзади две обычные петли. То есть, если сравнивать с тем же кейсом, допустим, от Shijin 3D Green, если вы помните, я делал также на него обзор, посмотреть можете, перейдя по ссылке в правом верхнем углу. У того кейс, конечно, намного прочнее и даже внешне выглядит очень серьезно. Но на самом деле таким и является. Очень крепким и прочным. В кейсе, значит, у нас лежит инструкция, сам прибор, зарядное устройство, пластиковая мишенька, кейс для батареек, ремешок для переноски кейса и такое поворотное основание. Да, плюс ко всему в приборе должен быть аккумулятор. Да, и здесь стоит аккумулятор. Так, друзья, и давайте рассмотрим все поближе. Значит, инструкция вот такая кратенькая, все вообще на китайском языке. Единственное, что мы можем здесь узнать, это краткие характеристики. Ну, то есть длина волны лазера у красного 635 нанометров, у зеленого 520, класс лазера 2, точность плюс-минус 0,2 мм на метр, диапазон работы компенсатора плюс-минус 3 градуса, рабочая температура от минус 10 до плюс 50, ну и, собственно говоря, размеры и вес. Вот, в принципе, и все, что мы можем узнать из этой инструкции. Зарядное устройство или адаптер для работы от сети выглядит таким образом. Почему-то нет в комплекте переходной евровилки. Ее можно, конечно, купить отдельно, стоит на копейки, но тем не менее могли бы и положить в комплект. Лазерная мишенька, ну, вполне стандартная мишень, такая же, как у Geofenal. Да, кстати, хочу сказать сразу, как, наверное, уже многие знают, завод Laisai, это уже достаточно древний завод, и именно на этом заводе производятся лазерные уровни Geofenal германской марки для российского рынка, если кто еще не знает. Но те же приборы Geofenal, выпускаясь на китайском рынке, все равно стоят довольно дорого у нас в России. И, видимо, именно поэтому лазерные уровни Laisai стоят тоже очень недешево. Так, ну едем дальше. Значит, в комплекте идет такой родной аккумулятор литий-ионный на 4 мАч. Также можно работать от простых батареек пальчиковых через такой специальный бокс. Сюда вставляете 4 батарейки и вставляете в батарейный отсек. Вот такой простенький ремешок для кейса. Но кейс на самом деле не впечатляет. Такое интересное поворотное основание. Сюда прибор устанавливается. Крутится платформа вокруг своей оси, есть пузырьковый уровень и также есть микровинт с небольшой подстройкой. Он как бы смещает всю эту платформу немножко с подворачиванием, то есть в одну и в другую сторону, с небольшим диапазоном. Очень удобно на самом деле крепление. Ножки здесь в сложенном состоянии, то есть они раскрываются. И точка опоры уже становится намного больше. То есть уровень на ней стоит очень уверенно. Так, друзья, ну и сам прибор. Сделан он, конечно, просто великолепно. Все идеально. Чувствуется высокое качество материалов, классная резина. Панель управления очень такая информативная. То есть все нарисовано. 3 индикатора. Все очень здорово сделано. Здесь гнездо для подключения прибора для работы от сети. Батарейный отсек. Сделана резиновая прокладка. Такая мощная крышка. То есть полностью соответствует защите IP54. Две резьбы 5/8 и 1/4 дюйма снизу. Стекла, как видите, с напылением, с таким синеватым оттенком. Сами башни металлические. Ну, то есть сделан очень круто. Здесь спереди имеется 2 магнита для работы с напольными профилями. Такие же магниты вы могли видеть у старой версии Bosch GL380. Но сейчас новой версии их, конечно, уже не ставят. Да, друзья, здесь самое интересное, что как у уровня Geofenal, все его модели, как и старые, так и новые, позволяют регулировать положение маятника, не разбирая корпус. То есть, если у вас какое-то есть небольшое смещение, немножко уровень сбился, то, в принципе, можно, не разбирая корпус, до плюс-минус 3 мм от тестирования
торговать, не разбирая корпус. Откручивайте эту заглушку, там находится винт под шестигранник номер 3, и откручивайте эту заглушку. Здесь шестигранник отвечает за продольное смещение маятника, этот отвечает же за поперечное смещение маятника. Да, если этого недостаточно, то в принципе прибор очень просто разбирается. Два винта здесь и два винта вот там находятся. Все, несмотря на свою монолитность, корпус очень просто разбирается. И там есть еще несколько юстировочных винтов, с которыми в принципе сложности тоже не будет. Более подробно можете посмотреть его разборку и настройку на сайте laserlevel.ru. Ссылку я оставлю в верхнем углу. Поэтому уровень я разбирать не буду. Здесь все предельно просто, предельно ясно. Настраивается он довольно легко, что, конечно же, большой плюс. Помимо простой треноги, платформа также может крепиться на штатив. Снизу имеется резьба 5/8 дюйма. Ну и давайте попробуем установить сюда прибор. Устанавливается прибор в эти полозья, значит, вот этими креплениями. Ставите прибор. Да, прибор надо ставить таким образом, чтобы вот этот язычок находился спереди. И задвигаете прибор до щелчка. Вот язычок защелкнулся, прибор сидит как влитой. Вот в принципе таким образом происходит установка. Чтобы снять его, нажимаете на язычок, опять также до характерного щелчка, и стаскиваете прибор. Микровинт достаточно плавно крутится и с хорошим откликом, но ход, конечно, у него довольно ограниченный. Изначально грубо наводитесь вертикалью рукой и потом уже по чуть-чуть наводитесь этим микровинтом. Сам поворотный лимб, не скажу, что очень плавный. Вот тренога стоит на ламинате. И повернуть просто я не могу, она скользит. Ножки у этой треноги, кстати, полностью металлические. Поэтому если у вас тренога будет стоять на подобной поверхности, как ламинат, либо плитка, то, конечно, надо придерживать рукой, чтобы повернуть прибор. А винтом уже подводится очень хорошо. Так, друзья, ну давайте ставим аккумулятор и посмотрим, какие режимы у него есть. Так, вот я вставил аккумулятор, давайте посмотрим. При включении тумблера сразу загорается горизонт. Линия очень четкая, яркая, но дальше мы посмотрим ее толщину на различных расстояниях. Далее этой клавишей переключаем все плоскости по отдельности. Нажимаем, включается передняя вертикаль, горизонт отключается. Еще раз нажимаем, включается боковая вертикаль. Следующее нажатие включается обе вертикали без горизонта. И следующее нажатие все плоскости вместе. Переключение плоскостей четко продумано до мелочей. Этот индикатор снизу всегда горит красненьким, если батарея заряжена. Как только он начинает мигать, это говорит о том, что батарея скоро сядет. Вот эта клавиша слева переключает прибор в режим работы с приемником. И также она имеет второе предназначение. Это активация режима работы под наклоном. То есть вы уровень выключаете, компенсатор заблокирован. Кстати, компенсатор очень хорошо блокируется. Нажимаете на эту кнопку и у вас начинает мигать вот этот индикатор, который говорит вам о том, что уровень работает с заблокированным компенсатором. В этом режиме также можно переключать плоскости. Все по отдельности, либо все вместе. И проводить разметку. Да, кстати, в этом режиме линии горят статично и не мигают, как, допустим, у того же Fireco 3D и прочих многих других приборов, у которых в этом режиме линии мигают где-то раз в 5 секунд. Здесь же такого нет. Да, друзья, и надо отметить, что во многих приборах при включении этого режима нельзя включить режим работы с приемником. Здесь же режим работы с приемником можно включить и при заблокированном компенсаторе. Вы еще раз нажимаете на эту кнопку, линии начинают гореть чуть тусклее, и у вас включается режим работы с приемником. Как говорил ранее, компенсатор имеет диапазон работы плюс-минус 3 градуса во все стороны. То есть, если этот градус будет превышен, то линии будут мигать и будет издаваться вот такой вполне приятный сигнал. Сам компенсатор довольно быстро устанавливается после включения либо толчка прибора. То есть это буквально пару секунд, и он уже готов к работе. Так, ну давайте теперь посмотрим толщину его линии на разных расстояниях. Посмотрим на метре, на 5 и на 15 метрах. И давайте сравним с тем же Fireco 3D. Посмотрим, есть ли какие-то у них отличия. Так, друзья, вот два наших испытуемых. Можете посмотреть на их размеры. Laysai чуть-чуть побольше, чем Fireco, но по толщине вроде как чуть-чуть потоньше. Так, и давайте посмотрим толщину линии на коротком расстоянии в 1 метр. Так, сверху идет линия Laysai LS666, снизу Fireco 3D. На фотоаппарате не очень видно, но на самом деле цвет лазерных линий отличается. У Laysai он такой более оранжевый, у Fireco 3D ближе к красному. Но цвет линии у Laysai мне напомнил как раз лазерные линии у лазерных уровней Geofenol. Именно вот такая линия у Geofenol. По толщине, в принципе, на 1 метре они одинаковы, чуть меньше 2 мм. В принципе, очень хороший результат. Давайте посмотрим на 5 метрах.
На 5 метрах ситуация такая. Линия от Лайсая, кстати, на порядок поярче, но на фотоаппарате почему-то это особо незаметно. По толщине они практически одинаковые, чуть побольше 1 мм, но есть небольшое ощущение, что у Лайсая все-таки линия чуть-чуть потоньше. И давайте посмотрим на 15 метрах. Ну вот еще по поводу яркости сделаю такой кадр. Сейчас в окно светит солнце. И как видите, вот линия сверху от Лайсая видна намного лучше, чем от Fireco. Ну, разница очевидна на самом деле. Когда смотришь глазами, то линию от Fireco практически не видно. А линию от Лайсая видно очень хорошо. Так, ну давайте посмотрим на 15 метрах. Так, друзья, на 15 метрах ситуация такая. Линия Лайсая сверху чуть потоньше, чем у Fireco. И по яркости она в 2 раза ярче. На фотоаппарате это опять же почему-то не так заметно. В общем, друзья, уровень очень классный, очень крутой, все очень четко сделано, все продумано, но цена его действительно очень высока. Поэтому, у кого есть возможность, то, конечно же, приобретайте, не пожалеете, прекрасный прибор. В следующем видео проверим его еще на точность, думаю, что за такую цену он должен соответствовать. Но, опять же, я, как и говорил в обзоре, он очень легко настраивается, что, конечно же, является очень большим плюсом по сравнению с конкурентами. Друзья, на этом все, подписывайтесь на канал, не забывайте нажимать на звоночек, чтобы не пропустить новые видео. Желаю всем добра, всем удачи, пока-пока.